Всем здравия. Сегодняшняя тема у нас QR-коды. Сегодня меня попросили, значит, подготовить некий документ для отмены в законодательстве инициативы по внесению QR-кодов. Вот. Есть некая Филатова Ирина, она представляет партию КПРФ. Вот, и в своем блоге она пишет о том, что идет законодательная инициатива по внедрению QR-кодов. Вот, что это уже передали на обсуждение в региональные парламенты, где скоро это будет обсуждаться. Так вот, меня попросили подготовить документ, чтобы можно было это как-то отменить. Так как народ является властью, а лица, замещающие государственные должности, об этом, видимо, забыли. Так вот, я подумал сегодня, почему бы не написать приказ в ООН, чтобы временно приостановить членство Российской Федерации в ООН. Так вот, я подготовил вот такой документ. Сейчас вам его зачту. Оформил его в виде векселя. Посмотрю, что он скажет на это генеральный секретарь ООН. Ну, или его заместители. Значит, ниже я пишу, что он настоящем бессмертный божественный дух с именем Олег, вечно живая душа в теле мужчины из плоти и крови, истинное доверие. Мужчина с именем Олег, монарх и носитель суверенитета, ставлю в известность, что лица, замещающие государственные должности в Российской Федерации, на Руси, земле русской, ведут пиратскую деятельность по отношению к нашему народу, известному как народ русский, а также совершается геноцид нашего рода путем изменения генома человека через внедрение вакцинации под видом якобы борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. А посему божественный бессмертный дух с именем Олег, вечно живая душа в теле мужчины из плоти и крови, истинное доверие, мужчина с именем Олег, монарх и носитель суверенитета, живущий на Руси, земле русской, приказываю. Приказ номер 1. Временно приостановить членство Российской Федерации в Организации Объединенных Наций ООН до выяснения и отстранения всех причастных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации на Руси, земле русской, ведущие пиратскую деятельность и геноцид по отношению к нашему роду, известному как народ русский. Ответственным за исполнение приказа назначаю генерального секретаря ООН Антонио Мануэль де Оливейра Гутерреш. И снизу я подписываюсь. Ставлю свою абсолютную печать. Так вот, это приказ, моя воля. И Антонио Гутерреш должен ее исполнить по всем планам и канонам, которые прописаны. Вот так вот оформлен почтовый конверт. Значит, пишу, что от кого? От мужчины Олега, Московская область, РСФСР, Одинцово, и дальше адрес. И, значит, куда? ООН, офис в Женеве, Женева 10, Швейцария, авеню де ла Рейка или Рейкс, 1211, Дворец наций, офис С, 102, 814. Антонио Гутерреш. И снизу на английском языке. Приклеил почтовые марки. Одну из почтовых марок я, как почмейстер, завизировал. И этот конверт у нас отправляется в Женеву.
чтобы всех причастных поймали и наказали. А на сегодня это все. Всех благ вам, здравия, слава нашему роду.